Приветствую, интеллигенция. 10-е обновление пародии на Мисайд прям сильно разнится от того, что вы видели ранее. Начиная от новых моделек персонажей, заканчивая переворотом сюжета с ног на голову из-за того, что сейчас игра нам дает два пути. Первый — путь подчинения Сары. Второй — путь любви Сары. Я делал опрос в телеграм-канале на ютубе, по которому и там выиграл путь любви. Так что сегодня пойдем по более каноничной ветке нашего главного героя. И если вы хотите, чтобы я создал обзор про путь подчинения, то давайте соберем 2000 лайков, и тогда я сразу же начну его создавать. В предыдущей серии, в пятой части, мы узнали, что Сара была художницей и понемногу восстанавливали интерес к живописи, что не очень-то нравилось Бенджамину. Ночью мы убегали с Сарой в ночной клуб, и в один из таких походов нас поймали. А в один из дней Сара изменил свою одежду на более откровенную, что еще более злило Бенджамина. А в конце еще и призналась, что стала свободной от его гнета. В этой же серии мы продолжаем, прям там, где остановились в прошлой серии. На моменте с незаметным обслуживанием ломом Сары, почти на виду у Бенджамина. И кстати, наконец-то у нашего героя лом стал ломом, а не грибком, как в предыдущих частях. Люди, которые смотрели на Бусти все 5 прошлых обзоров без черных полос, знают, про что я. Кстати, шестой также будет на бусте. А когда я первый раз увидел нового Бенджамина, я прям офигел. Ну что это за персонаж теперь? Что за красавчик? Как я и говорил в предыдущей части, вот ваши комментарии с реакциями на изменения Сары. Смотрю, все же большей части понравилась новая Сара, но понравятся ли вам новые модельки персонажей в этом обновлении? Тут поменяли Бенджамина, из-за чего он перестал быть пупсом. Лизе все-таки дали огромные бидоны вместо маленькой груди. Главного героя сделали экстра качком. Кринги. Ну и Мия, ну на нее посмотрите сами. Досмотрите видеоролик и напишите, как вам RTX на новых персонажах. Как обычно, выберу и вставлю ваш комментарий в следующем обзоре. Ладно, теперь точно возвращаемся назад. Путь любви начинается с просмотра ночного фильма с Сарой, где просим снова почистить рукой наш лом. Но в момент чистки мы смотрим, как она и себя очистит. Хотим помочь, но получаем отказ. А причина та же. Я могу тебя трогать и обслуживать, а ты меня нет. Я вообще-то замужем. А когда она ртом чистит лом, это нормально. А вот потрогать ее — это табу. Да. И вот первые нововведения. Теперь мы можем на нее злиться и кричать. Но это затравка на путь подчинения, а у нас путь любви, так что пытаемся ее убедить. Получаем на это отказ и говорим: ладно, я спать. Утром приходим на кухню, где и подслушиваем разговор Бенджамина с Сарой. В нем Бенджамин извиняется, говорит, что любит ее и вообще просит дать шанс на восстановление отношений, а также приглашает на свидание в театр. Мы на это смотрим издалека и злимся, ведь нашу главную девушку увозят прямо у нас из-под носа. И вот, на удивление нашего главного героя, Сара соглашается дать шанс на восстановление отношений и готова пойти с ним на свидание. А мы в ярости уходим к себе в комнату. Оставлять все так это мы не намерены, так что ждем вечера и заходим к ней в комнату. Видим на ней платье, говорим, что она хорошо так выглядит и спрашиваем: ты куда-то идешь? На что получаем ответ: я знаю, что ты подслушивал. Значит, ты идешь на свидание с Бенджамином? А вдруг он изменился? Он так искренне говорил. Да и вообще, у него были такие глаза, ты бы видел. А, и вообще, мне стало противно, что я своему мужу с тобой изменяла. У нас тут все-таки путь любви. Так что послать мы ее не можем. Выбираем ответ понимания. И со словами: я люблю тебя, Сара, но не хочу быть куколдом и смотреть, как моя девушка завлекается со своим мужем. Она отвечает: ну пойми, ситуация у нас необычная, так что побудь куколдом чутка, пожа. Мы говорим, что нам надо подышать воздухом, так что прощай и приятного свидания. На выходе нам звонит Бенджамин и зовет нас в гараж. Там он замечает наши следы недавнего развлечения Сары из 5-го выпуска, но не придает этому значению, ведь он позвал нас не для этого, а для того, чтобы извиниться и попросить перестать поддерживать Сару, а также перестать с ней рисовать. Ведь из-за этого она меньше времени уделяет уборке, готовке, посудомойству и стирке. В разговоре понимает, что он хочет, чтобы она была для него горничной без личных желаний. А когда мы спросили, почему бы тебе не помочь, он отвечает так: я мужик, а она женщина, я работаю, а она меня обслуживает. Ну что за эгоистичный придурок? Я тогда спросил: ты не хочешь, чтобы она была счастлива?
Он ответил: хочу, и она счастлива. У нее есть все, что желает женщина. Дети, дом, муж. Другого ничего ей и не надо, так что я люблю ее. И я в молодости был таким же, как ты. Но жизнь не так работает, так что не суй нос в наш брак. Ладно, дальше лирика. Не мешаем им 3 дня. И потом пытаемся ее звать на свидание. Но она извиняется и говорит, что уже занято. Сегодня свидание с Бенджамином. Мы это терпим. Мы же терпила. Судьбоносное решение. Ложимся спать и на утром идем искать Сару. Но, похоже, мы неудачно легли спать и ударились головой. Ведь вместо кухни появился длинный коридор, прям как в хорроре Ремисайд. Страшно становится. Она вон стоит. Вы видите это? Ладно, пойдем к ней. И на конце стоит Сара. Идем к ней и попадаем в петлю. Знакомо, да? На выходе из этой петли мы видим это. И это очень сильно. Красота, пляж, волны. Но приближение к Саре вызывает бурю. И чем ближе, тем хуже. Когда до нее остается пара метров, песок не дает нам пройти, а волна поглощает нас. И вот внутри этого моря мы видим Сару и Бенджамина, а внутренний голос, темный голос, говорит нам, что мы давали ей любовь, а она нас использовала и при первой возможности сбежала к нему. А еще ты куколд. И вообще, ей без нас хорошо. Но так как это путь любви, мы отрицаем этот голос. А он говорит: мы можем заставить их обоих заплатить за то, что они играли с нашими чувствами. И показывает нам Сару, какой она может быть. Обнаженной, покорной и на все готовой только для нас. Но мы говорим, что любим ее и не будем ее использовать. Голос делает на последнюю попытку и говорит: я могу тебе помочь сделать ее своей. Перед нами встает выбор пути. Сломать ее и сделать своей, или сделать все по любви. Выбираем любовь, и нас засасывает в пустоту. А просыпаемся мы в момент, когда Бенджамин и Сара приходят ночью со своего свидания. Наш герой злится, ему больно. Он терпит и выходит в коридор, где смотрит на них. А Бенджамин надменно говорит, как им было хорошо на свидании, после чего все уходят спать. Снова главный герой жалуется, что у него в груди все болит и спать не получается. Пойду-ка я погуляю в парк. Там он продолжает страдать. А вдруг она меня не любила? И все это был обман. Я глупец, что рассчитывал на такое. Ну и все в таком духе. В общем, распустил сопли. А помните, каким он был раньше? Вообще пофиг, увидели нас, Бенджамин. Я хоть здесь тебя отклубничу. И сейчас. О, они ходят на свиданки, спят вместе. Что же делать? Я бедный несчастный. Утром стучит Сара, и мы даем ей войти. Но тема все та же. Главный герой говорит, мне больно. Сара отвечает, ну что поделать? Я тебе уже говорил, что не могу выбрать. Ладно. Тогда скажи, ты спала с ним? Нет, не спала. В общем, забей на это и пошли рисовать. В голове наш герой думает, интересно, сколько нужно ей еще времени, чтобы она узнала, что Бенджамин плохой. Ну, неважно, я потерплю. На утро ГГ Сабович все осознал и пошел качаться. Эти кубики сами себя не сделают. После прокачки видим, что душ в спортзале сломан. Идем домой, паемся. Заходит Сара, видит нашу волыну, извиняется, уходит. И правда, смотрю, наши волыни сделали анимацию, лол. Собираемся кушать. Замечаем, что девочек нет. А Бенджамин говорит, что Сара проспала и отдохнула больше положенного. Какая же ты плохая. Не работаешь, только рисуешь и читаешь. Сара встает из-за стола и уходит. Бенджамин в этот момент пытается поговорить с нами, найти в нас опору. Но мы бежим хвостиком за Сарой, ведь ей плохо. Видим Сару, она говорит, да все хорошо, просто надо прийти в себя. Уходим. Ночью идем спать и слышим, как Сара и Бенджамин что-то обсуждают. Подглядываем и видим, что Сара в плохом настроении. А Бенджамин предлагает ей секс как решение всех проблем. Но получает отказ. Ты несколько недель назад умолял тебя отклубничать, что случилось? Сара посылает его и говорит, тебе что, 16 лет? Это не решит мои проблемы. И вообще, ты не изменился. Я теперь все поняла. Идем к своей кровати и говорим себе, что мы это тоже стерпим. Но завтра я буду опорой Сары. На утро подходим к ней. Она нас обнимает и говорит, молчи, дай немного побыть вот так. Наш главный герой спрашивает, тебе нравятся мои кубики? Мои мышцы? О да, мне они нравятся. Ну я пошла работать. А вечером снова подглядываем уже в душе и видим, как она купается. После чего встречаем ее уже в платье, и она ждет Бенджамина. Из разговора понимаем, что они собрались на очередное свидание, но Бенджамин в стельку пьяный оказывается еще на работе. У него там неожиданный корпоратив, так что Сара осталась без свидания.
В этот момент ГГ Сабович хочет воспользоваться ситуацией и говорит: пошли вдвоем. А она такая: у меня настроение теперь не очень, так что нет. Дальше переговоры, любовные делишки, но Сара все равно уходит. Мы хватаем ее за руку, это становится ее триггером, чтобы напасть на нас. И под французский поцелуй открывается красивый вид на парочку. Как вам наш герой? Какой-то мега-гига-чат. И вот мы уже с Сарой идем наверх, где на кровати она разрешает то, что запрещала. И похоже, что-то в ней сломалось, ведь Сара берет нашу руку и кладет на вареник. И говорит: я этого хочу. После конца лежим с Сарой, и она разговаривает с нами. Мне нравится, что ты стал повелителем качалки. Ага, мы говорим: еще неделя ваших похождений, и я бы сорвался. И Сара отвечает: я не лучше, и тоже думал о тебе. Да и вообще, как можно не хотеть такую девушку, как я? Но ты пойми, у меня дети, и что они подумают, когда узнают, что мы вместе? Ну, как минимум, Люси отнесется к этому нормально, ведь я ее клубничу время от времени. Дальше идет много-много приятных слов и всего такого. Она не понимает, какого фига мы такой настойчивый, а мы в ответ ей кричим: да я люблю тебя! А Сара говорит: не хочу выбирать между вами. Не хочу. Я хотела бы только сбежать отсюда, но дети. Слышим, как открывается дверь и приползает Бенджамин. Сара уходит и немного позже пишет сообщение: иди ко мне в комнату. Я такой: не понял. Бенджамин же пришел. Но когда зашел к Саре, она была одна и в нижнем белье, а ее мужа нигде не было. Оказывается, Сара сказал Бенджамину: ты меня кинул, так что спи на диване. А вот ты сегодня будешь спать со мной вместо Бенджамина. Мы такие: ок. Но нам надо будет рано уйти утром. Что-то странное, вы не замечаете? То мы, то Бенджамин иди на диван, а ты идешь спать со мной. Завтра опять, что ли, Бенджамин? Ложимся спать и просыпаемся не рано утром, а поздно, ведь мы проспали. Выбегаем в страхе из комнаты и ждем ночи. Ночью замечаем приоткрытую комнату Лизы. Заходим и просим ее помочь нам спустить пар. Она сразу берется за дело, и в разных позах мы ломом взламываем ее. Ох, это длилось долго и жестко. Интересная ситуация, да? Буквально в этот же день мы спим и говорим, что любим Сару. И в тот же день ночью мы раза 3 подряд клубничим ее дочь. На этом обновление любви заканчивается. Если вы соберете 2000 лайков, то путь подчинения и мести выходит на YouTube как можно скорее. А пока, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. И как говорится, а пока.